Привет, друзья! Сейчас обеденный обзор главных новостей Европы и Германии. В Европе принято стратегическое решение по полупроводникам. ЕС одобрил крупную финансовую поддержку, на этот раз для Германии, и речь идет о сотнях миллионов евро. В Брюсселе подчеркивают, что этот вопрос не только экономический, но и технологической безопасности Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Германию ключевым звеном этой стратегии. Еще одна важная тема – это торговля. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз поменял правила для дешевого импорта из-за пределов ЕС. Брюссель пообещал защиту европейского рынка. А в Германии происходят заметные изменения в системе высшего образования. В университетах растет число женщин на профессорских должностях. В правительстве канцлера Фридриха Мерца заявили о новых результатах долгосрочной политики поддержки, но эксперты не так оптимистичны и отметили, что путь к равенству еще не завершен. Не менее заметный сигнал появляется в экономике Германии. Число банкротств среди компаний растет, и эксперты все чаще указывают на структурные проблемы. Канцлер Фридрих Мерц ранее предупреждал, что без реформ ситуация может затянуться. И еще одна необычная история, которая привлекла внимание по всей Германии. В одном из аэропортов таможенники обнаружили крупную партию бриллиантов, везенных с нарушением правил. Этот случай вызвал широкий резонанс, сейчас идет расследование, но детали уже вызывают много вопросов. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Европейский Союз одобрил масштабную финансовую поддержку для полупроводниковой промышленности Германии. Речь идет о государственной помощи на сумму более 600 миллионов евро, которая пойдет на строительство и расширение заводов по производству микрочипов в Дрездене и Эрфурте. Решение утвердила Еврокомиссия, и его лично прокомментировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, полупроводники являются ключевой основой современной экономики и безопасности, а Европа больше не может позволить себе критическую зависимость от поставок из-за рубежа. Она подчеркнула, что Германия играет центральную роль в укреплении технологического суверенитета всего Европейского Союза. Основная часть средств будет направлена в Дрезден на расширение крупного завода компании Global Foundries, который выпускает чипы для автомобилей, промышленности и критически важной инфраструктуры. В Эрфурте поддержку получит предприятие XFAB, где планируется развитие производства специализированных микросхем для медицины и высоких технологий. В Берлине в правительстве канцлера Фридриха Мерца отметили, что эти инвестиции создают новые рабочие места и помогут Германии укрепить позиции в мировой технологической гонке. Для Европы в целом это шаг к повышению устойчивости цепочек поставок и укреплению собственной промышленной базы. Такое одобрение субсидий не просто экономическое решение, а стратегический выбор Германии и Евросоюза в пользу технологической независимости и долгосрочной конкурентоспособности. Следующая новость, одна из самых важных для Европы. Европейский Союз ужесточил правила для дешевого импорта, прежде всего из стран за пределами ЕС. Брюссель решил повысить издержки для интернет-платформ и продавцов, которые завозят в Европу миллионы недорогих товаров, от одежды и электроники до мелких бытовых товаров. Суть изменений в том, внимание, что льготный режим для дешевых посылок фактически сворачивается. До сих пор товары небольшой стоимости часто возились без каких-либо пошлин и с минимальным контролем. Теперь импортеров обяжут платить дополнительные сборы, а таможенные проверки станут дороже. В Евросоюзе объясняют, что нынешняя система перегружает таможни, вредит европейским производителям и создает риск для безопасности потребителей. Решение поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Европа должна защитить свой рынок от недобросовестной конкуренции и небезопасной продукции. По ее словам, правила должны быть одинаковыми для всех, и для европейских компаний, и для зарубежных онлайн-гигантов. Для Германии эта тема особенно чувствительна, так как немецкие торговые ассоциации давно уже жалуются, что местный бизнес не выдерживает конкуренции с потоком сверхдешевых товаров, произведенных без соблюдения европейских стандартов. В Берлине рассчитывают, что новые меры помогут выровнять условия игры и снизить давление на малый и средний бизнес. В то же время онлайн-платформы предупреждают, что часть расхода может лечь именно на плечи покупателей. Однако в Брюсселе настаивают, речь идет не о росте цен, а о восстановлении справедливости правил торговли.
Следующая новость связана с неожиданными изменениями в образовании Германии. В Германии все больше женщин занимают профессорские должности в университетах. По данным Федерального статистического ведомства, за последние годы доля женщин среди профессоров продолжает стабильно расти. Это касается как гуманитарных, так и, естественно, научных дисциплин, включая медицину и технические специальности. Эксперты отмечают, что еще 10-15 лет назад профессорские кафедры в Германии оставались в основном мужской сферой, однако ситуация постепенно меняется. Все больше женщин проходят полный академический путь от аспирантуры до профессуры и получают постоянные позиции в вузах. При этом разница все еще сохраняется. Женщины по-прежнему реже занимают высшие академические должности, особенно в технических и инженерных науках. Причины – это высокая конкуренция, долгий путь к стабильному контракту и сложности с совмещением научной карьеры и семьи. В правительстве Фридриха Мерца подчеркивают, что рост числа женщин-профессоров – это результат целевых программ поддержки, изменения кадровой политики и постепенного обновления университетской системы Германии. Эти меры направлены на то, чтобы наука отражала реальный состав общества и не теряла квалифицированные кадры. Поэтому немецкие вузы медленно, но постепенно движутся к большему равенству. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии усиливается волна банкротств среди компаний. По данным экономистов и статистики, число фирменных банкротств стремительно приближается к максимальному уровню за последние 10 лет. Эксперты говорят уже не о временном спаде, а о глубинных экономических трудностях, которые особенно ощутимы для малого и среднего бизнеса. Основные причины – это высокие цены на энергию, рост зарплат, дорогие кредиты и слабый внутренний спрос. Многие компании, которые пережили предыдущие кризисы за счет резервов и господдержки, теперь сталкиваются с реальностью, запасы исчерпаны, а заказы не возвращаются в прежнем объеме. Наибольшая сложная ситуация сейчас наблюдается именно в строительстве, торговле и промышленности. Все чаще банкротятся не только небольшие фирмы, но и предприятия с многолетней историей, я вам об этом рассказывал, и сотнями сотрудников. Это уже отражается на рынке труда, приводит к пересмотру кадровых планов и оптимизации производственных процессов. В Берлине проблему называют одной из ключевых для экономики страны сегодня. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупреждал, что без ускорения экономических реформ и снижения нагрузки на бизнес Германия рискует надолго застрять в фазе слабого роста. Правительство обсуждает дополнительные меры поддержки, но признает, что быстро развернуть ситуацию будет очень сложно. Экономисты же отмечают, что текущая волна банкротств – это отложенный эффект прошлых кризисов. Многие компании держались дольше за счет внешних факторов, и теперь рынок проходит этап структурной корректировки. Для Германии это важный индикатор текущих экономических процессов. Если тенденция все-таки сохранится, последствия почувствуют не только предприятия, но и вся экономика страны. А дальше еще есть важная новость. В одном из аэропортов Германии таможенники сделали необычную находку. Во время проверки ручной клади у пассажира обнаружили, внимание, более 11 тысяч бриллиантов, которые он пытался провести без декларирования. Драгоценные камни были аккуратно спрятаны в багаже и сразу привлекли внимание сотрудников контроля. По предварительной оценке речь идет о ценностях на очень крупную сумму. Пассажир не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение камней и их законный ввоз. В результате бриллианты были изъяты, а в отношении мужчины начато расследование. В таможенной службе подчеркивают, что подобные нарушения правил ввоза фиксируются регулярно, однако такой масштаб встречается крайне редко. Обычно речь идет о нескольких украшениях или отдельных камнях, однако здесь счет шел на тысячи. Сейчас эксперты проверяют подлинность бриллиантов и устанавливают их точную стоимость. Кроме того, следователи выясняют, откуда именно прибыли драгоценности и с какой целью их пытались ввести в Германию. Власти напомнили, что ввоз драгоценных камней и других ценностей подлежит обязательному декларированию. Нарушение этих правил может повлечь за собой крупные штрафы и дополнительные юридические последствия. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.